Многие из вас когда-нибудь слышали об универсальном законе притяжения? Многие ли из вас верят в универсальный закон притяжения? Потому что если вы не верите, то скоро это произойдет. Потому что в течение 22 лет я никогда не верил ни во что из этой духовной чепухи, пока однажды не обнаружил закон в физической вселенной. Это закон физики. Возможно, тебе захочется записать это. Он называется конструктивная интерференция и гласит, что при столкновении двух волн одинаковой длины частота увеличивается в 2 раза. Это закон притяжения, основанный на науке о конструктивной интерференции. По своей сути, это волновой феномен. Когда две или более волны встречаются и находятся в фазе, то есть идеально синхронизируются, они объединяются, образуя волну еще большей амплитуды. Представьте себе две идеально синхронизированные волны на поверхности пруда. Когда они пересекаются, они создают большую общую рябь. Но какое отношение это имеет к Лоа? Ко всему остальному? Подумай вот о чем. Твои мысли, эмоции и намерения можно рассматривать как волны, каждая из которых имеет свою собственную частоту. Когда эти частоты находятся в гармонии, их совокупная сила возрастает. Именно так работают камертоны. Ударьте по одному из них, и другой с той же частотой начнет вибрировать в ответ. Ваши мысли и желания могут быть настроены на реальные частоты, что заставит Вселенную ответить вам тем же. Но это означает, что вы можете получать энергию от общения. Вы можете получать энергию от того, что я говорю вам прямо сейчас. Вы можете получать энергию от окружающих вас людей, или же они могут отнимать энергию у вас. Итак, когда я углубился в эту духовную кроличью нору, я спросил себя, откуда берется эта частота? Она исходит из мозга, из области мозга, называемой серым веществом. Это новаторское знание уже некоторое время хранится в наших научных архивах, но его заслонили более громкие голоса в научном сообществе. Можно было бы задаться вопросом, почему нечто столь преобразующее не получило большего распространения. Возможно, как и в случае со многими открытиями, которые бросают вызов нашим традиционным парадигмам, это происходит потому, что они разрушают устоявшийся образ мышления. Зная это, как можно использовать силу конструктивного вмешательства в свою собственную жизнь? Убедившись в том, что ваши мысли, намерения и эмоции согласованы, когда они синхронизированы, они становятся мощной силой, притягивающей к вам то, чего вы желаете, с возрастающей интенсивностью. Создается впечатление, что Вселенная действует по тем же принципам, что и наука о волнах. Когда вы находитесь в гармонии со своими желаниями, когда ваши частоты выровнены, Вселенная не может не откликнуться на это. Это не магия, это наука. Наука, лежащая в основе конструктивного вмешательства и Лоа, не является современным откровением. На самом деле она нашла отражение в древних священных писаниях, каждая из которых отражает эту истину со своей уникальной точки зрения. «Ибо там, где двое или трое собираются во имя Мое, там и я с ними» Матфея 1820. Вместо того, чтобы просто предполагать физическое собрание отдельных людей, этот стих из Библии подчеркивает важность увеличенная сила, проистекающая из коллективной интенциональности. Дело не только в том, чтобы быть вместе, но и в усилении силы, которая возникает, когда совпадают наши намерения. Это прямой намек на принцип конструктивного вмешательства. По мере того, как мы углубляемся, становится очевидным, что многочисленные древние пословицы и учения отражают эту научную концепцию. Возможно ли, что эти древние писания косвенно ссылались на конструктивное вмешательство в контекст наших мыслей и намерений? Обрати внимание на священные тексты из различных традиций. Это Упанишады из Индии, и Цзин из Китая и Дао Дэ Син. Каждое из этих священных писаний содержит прозрение и стихи, которые подчеркивают гармонию, выравнивание и усиление энергий. Термины, которые они используют, и истории, которые они рассказывают, вполне могут быть их уникальным способом описания того, что современные ученые называют конструктивным вмешательством. По сути, выравнивание мыслительных волн, синхронизация намерений и мощное усиление, возникающее в результате их сближения, возможно, и не являются современным откровением. Но многовековая мудрость, ожидающая своего переосмысления и повторного открытия в свете современной науки. Удели минутку и возьми свой телефон в руки. Независимо от марки или модели, один основополагающий принцип позволяет ему функционировать. Связь осуществляется с помощью частот. Но, как ты скоро поймешь, эти частоты предназначены не только для обмена текстовыми сообщениями или потокового видео. Они являются символической аллегорией для обозначения неиспользованного потенциала, который существует внутри нас, сродни тайнам самой Вселенной. Мобильные телефоны функционируют с использованием электромагнитных волн, спектра частот, которые позволяют осуществлять связь на огромных расстояниях. Звонок или сообщение запускают цепочку событий, которые преобразуют ваш голос или текст в цифровые сигналы.
Эти сигналы с помощью определенной частоты передаются по радиоволнам до тех пор, пока не достигают предполагаемого получателя, а затем преобразуются обратно в голос или текст. Но дело не только в преобразовании, а в плавном танце частот, которые делают этот процесс почти чудесным. А теперь погрузись немного глубже. Давай подумаем о том, что означают эти частоты. Они представляют собой невидимую нить связи, которая, хотя и невидима, несомненно ощущается и переживается на опыте. Точно так же, как ваш телефон посылает и принимает эти невидимые волны, ваши мысли и намерения посылают свои собственные частоты во Вселенную. Похоже, у нас есть общее представление об этом. Я думаю, что все присутствующие в комнате понимают нас, когда мы пользуемся нашими телефонами. Однако, когда дело доходит до жизни, мы теряемся. Мы, кажется, не понимаем этого. Что же, давай попробуем разобраться в этом. Пусть эти линии обозначат уровни вибрации. Каждая вибрация обозначается как частота. Мы оперируем частотой. Мой голос усиливается на определенной частоте. Мы с тобой думаем на разных частотах. Мысль — это энергия. Знаешь ли ты, что твои мысли — это самая мощная форма энергии, которая только существует? Твоя мысль заставила бы лазерный луч выглядеть игрушкой. Мысленные волны — это космические волны, которые пронизывают все время и пространство. Давай предположим, что это и есть та частота, на которой ты размышляешь. Если это та частота, на которой ты размышляешь, это будет определять результаты, которые ты получишь. Результаты, которые ты получаешь, это не что иное, как проявление твоего собственного мышления. Мы становимся тем, о чем думаем. Это единственный пункт, с которым согласны все великие лидеры. Они расходятся практически во всех других идеях. Но именно в этом мы становимся тем, о чем думаем. А теперь давайте четко поймем, что ничто не создается и не разрушается. Вся наука и вся теология учат этому. Ничто не создается и не разрушается. Вся сила, которая когда-либо существовала или когда-либо будет существовать, вездесуща. Все идеи, все знания, которые когда-либо существовали или когда-либо будут существовать, вездесущи. Все это здесь. Нам не обязательно было это делать. У нас это уже есть. Все, что нам нужно сделать, это настроиться на это. Так что давай предположим, что это то, чего мы хотим достичь. Вот где я нахожусь. Вот куда я хочу попасть. Как мне туда добраться? Что же я скажу, что собираюсь это сделать? Именно в этот момент обычный человек думает: «Я собираюсь это сделать, как только получу деньги». Ты можешь относиться к этому с пониманием. «Я собираюсь это сделать, как только дети закончат школу». Именно так я и собираюсь это сделать. Мы думаем здесь, внизу, на этой частоте. Твой разум и твои мысли находятся здесь, внизу, на этой частоте. То, чего ты хочешь, находится здесь, на более высокой частоте. Ты не сможешь достичь желаемого там наверху, пока твои мысли сосредоточены здесь, внизу. Твой разум и мысли должны быть сосредоточены на той же частоте, что и то, чего ты хочешь. Если ты этого хочешь, это уже здесь. И ты должен принять решение. Это должно быть осознанное решение. Ты говоришь: «Я так и сделаю». Как только ты примешь осознанное решение, все начнет меняться. Ты начнешь думать и действовать как человек, которым ты хочешь стать. Ты перестанешь думать об этом в глубине души. Теперь ты думаешь здесь, наверху, на более высокой частоте. Желание — это единственное необходимое условие для принятия решения. Не имеет значения, есть ли у тебя деньги. Ты действительно этого хочешь. По мере развития науки и техники меняется и наше понимание силы частот. Известные исследователи, такие как доктор Карен Л. Филдинг, предположили, что человеческие мысли могут быть сродни электромагнитным частотам. В своем новаторском исследовании Филдинг продемонстрировала, как сфокусированное намерение резонирует на определенных частотах, подобно тому, как настроенный радиоприемник получает доступ к определенной станции. И точно так же, как настройка на нужную станцию имеет решающее значение для четкого восприятия. Приведение наших мыслей в соответствие с позитивным намерением имеет первостепенное значение для проявления наших желаний. Представь себе это. Каждая твоя мысль, каждое намерение и каждое устремление подобны набору номера на твоем телефоне. Когда вы правильно набираете номер, вы подключаетесь к Вселенной, и когда связь прочная, Вселенная слушает, понимает и реагирует. В настоящее время огромное количество исследований сосредоточено на этом ключевом моменте. Вселенная — это не просто пассивный фон. Она активный участник, грандиозная сеть связей, реагирующая на частоты, которые мы излучаем, особенно когда эти частоты сфокусированы, движимы намерением. Это такая мощная информация. Можно подумать, что этому должны учить во всех школах. На самом деле это не так. Это довольно печально, потому что это может быть так, но это не так. Именно поэтому ты создан по образу и подобию Бога. Мы должны понять, что это значит, что мы создаем по образу и подобию Бога. Мы можем делать все, что угодно. У нас есть способности для выполнения этой работы. Большинство из нас руководствуется тем, что мы слышим, видим, обоняем, пробуем на вкус, осязаем. У меня дома есть собаки, которые могут видеть, обонять, пробовать на вкус, осязать. Это просто помогает тебе соприкоснуться с внешним миром. Но твои уроки приходят из твоего внутреннего мира, не извне, а изнутри. И ты должен использовать свои высшие способности,
мысли, восприятие, волю, разум, воображение, память, интуицию. Значение этого колоссально. Точно так же, как ты наделен способностью общаться по всему миру с помощью своего телефона, ты наделен способностью соединяться и проявляться на космическом уровне. И если это знание настолько важно, почему все об этом не говорят? Правда в том, что эти открытия, хотя и революционные, часто лежат погребенными под грудами более традиционных исследований. Возможно, потому, что они бросают вызов устоявшимся парадигмам, или, может быть, просто потому, что эти знания дают слишком много власти над индивидуумом. Подумай вот о чем. Если бы все понимали эту силу и использовали ее, коллективная частота нашей планеты была бы частотой огромного позитива, роста и взаимного намерения. Это означало бы создание мира, в котором наши коллективные устремления гармонично перекликались бы, порождая эпоху необузданного потенциала. В то время как возможность подключения наших мобильных телефонов является технологическим чудом, взаимосвязь наших намерений и отзывчивости Вселенной — это не что иное, как волшебство. И это не просто волшебство, это наука. Запомни вот что: в мире видимых инструментов и невидимых связей твои целенаправленные намерения являются самыми мощными инструментами, которыми ты обладаешь. Еще одно неоспоримое доказательство силы закона притяжения находится в глубинах квантовых исследований. Эксперимент, знакомый тем, кто хорошо разбирается в тонкостях этой области, служит своеобразным маяком, раскрывающим глубокую взаимосвязь сознания и материального мира. Возглавляемое доктором Владимиром Папониным, это новаторское исследование, получившее название «Фантомный эффект ДНК», представляет собой настолько глубокие идеи, что они не только перекликаются с принципами закона притяжения, но в то же время бросают вызов самой основе нашего научного понимания. Доктор Папонин, квантовый биолог, отважился на эксперимент, который поставил бы в тупик даже самых опытных квантовых физиков. Он начал с простой установки. Вакуумная камера, лишенная всех частиц. Внутри этой камеры он ввел фотоны, мельчайшие частицы света. Без помех эти фотоны должны распределяться случайным образом. Однако, когда он поместил образец ДНК человека внутрь камеры, произошло нечто поразительное. Фотоны выстроились в соответствии с ДНК. Но на этом откровения не закончились. Как только ДНК была удалена из камеры, логика подсказали бы, что эти фотоны вернутся к своему случайному распределению. Однако они этого не сделали. Фотоны сохранили свою структуру, как если бы ДНК все еще присутствовала. ДНК оставила неизгладимый отпечаток на расположении фотонов, фантом своего присутствия. А теперь давайте поразмыслим над этим. Что это означает? Для начала это разрушает линейное понимание причины и следствия. Это наводит на мысль, что живая ДНК взаимодействует с окружающим миром более сложными способами, чем мы когда-либо могли себе представить. Если простое присутствие ДНК может влиять на поведение света, представьте себе глубину реакции Вселенной на целенаправленные человеческие намерения и мысли. Это не просто намек на могущество сознания. Это кричит о его господстве над материей. Наша ДНК — это не просто схема нашего физического существа, это активный участник Вселенной, постоянно взаимодействующий и формирующий ткань реальности. Подумай об этом с точки зрения закона притяжения. Наши намерения и мысли, подобно ДНК, формируют Вселенную вокруг нас. Это не принятие желаемого за действительное, это научное наблюдение, основанное на экспериментальных данных. Почему же тогда такой новаторский эксперимент не попал в заголовки газет? Почему он спрятан, скрыт от общественного обсуждения? Может ли быть так, что последствия этого открытия окажутся слишком мощными, слишком преобразующими для мира, каким мы его знаем? Признание фантомного эффекта ДНК означает признание ощутимой силы интенциональности. Это означало бы переосмысление нашей роли во Вселенной не как пассивных наблюдателей, а как активных творцов. Неудивительно, что подобные открытия, несмотря на их революционный характер, остаются в тени, о них говорят приглушенными голосами в сообществах альтернативной науки. Они бросают вызов устоявшимся верованиям и угрожают устоявшимся системам контроля. Эффект фантома ДНК имеет не только научное, но и общественное значение. Но точно так же, как фотоны сохраняют память ДНК, истина о нашей взаимосвязанности и нашей способности формировать реальность сохраняется, ожидая, когда коллективное сознание распознает ее и использует. Как только мы это сделаем, пути назад уже не будет. Наше понимание потенциала и нашего места во Вселенной изменится навсегда.
Это реклама. Она повсюду, куда бы вы ни посмотрели, она влияет на наш выбор, формирует наши желания и формирует наше мировоззрение. В рекламе есть уровень, о котором мало кто знает, измерение, которое глубоко проникает в саму механику человеческой психики. Речь идет не только о продаже продуктов, но и о влиянии на коллективное сознание. Самая действенная реклама – это не случайное создание. Они тщательно разработаны для того, чтобы воздействовать на человеческое подсознание, используя те самые принципы закона притяжения, которые мы изучали. Последовательно внедряя в наше сознание определенные образы, слова и идеи, рекламодатели эффективно используют форму массовой установки намерений. Вспомни знаменитые эксперименты доктора Масару Эмото, в которых он продемонстрировал, как мысли и слова могут изменять структуру кристаллов воды. А теперь представь, что миллионы людей одновременно воспринимают одно и то же сообщение, одно и то же намерение. Это работает и формирует структуру нашего общества. Возьмем, к примеру, развитие культуры смартфонов. До их повсеместного распространения реклама рисовала мир, в котором подключение к интернету было не просто желанным, но и необходимым условием. Они воспользовались нашим врожденным желанием принадлежать, тонко внедрив идею о том, что без постоянной связи мы теряем что-то важное. Сегодня большинство населения привязано к этим устройствам, что является свидетельством силы целенаправленного коллективного намерения, проявленного в полной мере. Вот еще одно открытие. Многие ведущие рекламные агентства нанимают когнитивных психологов и нейробиологов. Почему? Потому что они понимают важность чистоты мозговых волн. Различные эмоциональные состояния, такие как счастье, печаль, желание, страх, имеют свои уникальные частоты. Рекламодатели создают сообщения, которые резонируют с этими частотами, гарантируя, что зритель находится именно в том эмоциональном состоянии, в котором они хотят. Это не просто убеждение, это нейрологическая синхронизация. Исследование, проведенное Ассоциацией нейронной рекламы, показало, что реклама, использующая эти передовые методы, может увеличить намерение совершить покупку более чем на 300%. Они не просто убеждают, они приводят вашу частоту в соответствие с продуктом или идеей, которые они продвигают. Это игра в резонанс, направленная на согласование мыслей и частот масс с конкретными намерениями. И как только это согласование достигнуто, закон притяжения вступает в силу. Наша коллективная реальность начинает смещаться в сторону этих имплантированных желаний. Но это знание не должно быть поводом для тревоги или отчаяния. Напротив, это приглашение. Приглашение стать сознательными участниками формирования нашей коллективной реальности. Понимая применяемую тактику, осознавая суть проводимой игры, мы можем выбрать, на что направить наше внимание. Мы можем вернуть себе огромную силу нашего коллективного намерения и сформировать мир в соответствии с нашими самыми истинными желаниями. В наш век, когда технологии соединяют нас с невообразимыми ранее способами, нам предоставляется беспрецедентная возможность объединить наши намерения и частоты мыслей. Как мы уже выяснили, индивидуальное намерение обладает огромной силой, но объединенная сила коллективного намерения – это сила, не поддающаяся учету, перекликающаяся с принципами конструктивного вмешательства. Во вселенском масштабе войны, конфликты и глобальная неопределенность рисуют нынешнюю картину мира. И все же, несмотря на этот хаос, мы обладаем внутренней мощью, коллективной силой, проистекающей из наших взаимосвязанных мыслей и намерений. Как мы уже видели, Вселенная откликается, усиливает и вторит нашим сокровенным желаниям и намерениям. Сила намерения одного человека неоспорима, но когда миллиарды сердец и умов объединяются в едином видении, Вселенная не может не ответить тем же. Дело не только в том, чтобы надеяться на мир, но и в том, чтобы коллективно визуализировать его, стремиться к нему и резонировать с ним. Если бы каждый человек решил хотя бы на краткий миг сосредоточить свои намерения на исцелении ран войны, на визуализации мира, единства и процветания, то возникшая в результате волна коллективное конструктивное вмешательство было бы ошеломляющим. Несмотря на трагедии войны и боль утрат, давайте не будем забывать о жертвах. Давайте направим наши коллективные намерения на них, обеспечивая утешение, силу и надежду. Объединив усилия, давайте окутаем их одеялом позитивной энергии и целебных вибраций,
стремясь к их быстрому выздоровлению и умиротворению. Более того, давайте не просто будем молиться или надеяться, давайте воспользуемся нашим пониманием конструктивного вмешательства, ощутимой силы коллективного намерения, чтобы представить себе, как они могут помочь друг другу. Мир единства, мира и процветания. Каждое мгновение, которое мы проводим в резонансе с этим видением, усиливает его силу, слегка подталкивая нашу реальность навстречу этому воображаемому раю. Запомни, каждое крупное изменение в истории начиналось с простой мысли в чьем-то сознании. Если такие грандиозные сдвиги могут быть результатом индивидуальных мыслей, представь себе потенциал, когда мы все будем мыслить как единое целое, чувствовать как единое целое и намереваться как единое целое. В подобные времена, когда неуверенность и отчаяние становятся все более очевидными, давай напомним себе о нашей врожденной силе и науке, стоящей за ней. Давай не позволим отчаянию затмить надежду. Понимая нашу индивидуальную и коллективную силу и используя ее, мы можем проложить путь к более светлому, гармоничному будущему. В заключение я хотел бы сказать, что давайте будем конструктивным вмешательством, в котором нуждается мир. Мы сильны только в одиночку. Вместе нас невозможно остановить. Пришло время объединить наши намерения и создать мир, в котором царят любовь, мир и общие устремления. Давай представим себе лучший мир и, следовательно, воплотим его в жизнь. Ибо в прекрасном танце наших коллективных намерений Вселенная является нашим добровольным партнером, готовым трансформировать наше видение в реальность.